Почему США самая богатая страна мира? Многие скажут, да потому что там много у нее ресурсов всяких, земли хорошей, что доллар у них по всему миру ходит. На самом деле это не так. На самом деле США делают богатым правила. И вот какие правила? Об этом мы сейчас и поговорим. Для того, чтобы понять, почему американцы живут хорошо, нужно понять их мозги. То есть, как они думают, почему они себя так ведут. А для этого нужно пойти в историю создания США. И тут мы обнаружим, что США и правила, по которым работает их система, их экономика, создавали протестанты. А кто такие протестанты? Да, это те люди, которые напрямую общаются с Богом. И Бог все видит. И Бог видит, как ты работаешь. Бог видит, богатый ты или бедный. И если ты богатый, если ты хорошо работаешь, значит ты попадешь в рай. Значит ты молодец. И вот это первое, что объясняет богатство американцев. Второй момент – это то, как они относятся к образованию и науке. Это тоже надо понимать. Почему США сейчас богатые? Потому что они первыми придумали цифровую экономику. Экономику, которая базируется на цифровых технологиях. Ни Англия, ни Япония, ни Китай, ни Индия придумали цифровые технологии, а американцы. А почему? И вот тут мы выходим в первую очередь на патентное право. Именно вот эта вещь дает изобретателю, инженеру стимул для того, чтобы не просто что-то изобрести, но и внедрить. И тогда он получает 20% с каждой единицы проданного изделия. Вот, пожалуйста, вам запатентовал, и ты богатый человек, если твое изобретение внедрено. И вот тут мы выходим на еще одно правило важное. Это предпринимательскую активность американцев. Ну вот здесь это опять мы возвращаемся к культуре, к религии. То есть предпринимательство это вот от этого самого протестантизма. От того, что если ты много работаешь, много зарабатываешь, то тогда ты ближе к Богу. И, соответственно, вот эта активность американская, она именно исходит из этих религиозных побуждений. Не сразу, но просто это заложено вот в мозгах, так что ты должен быть активным. И вот они берут эти изобретения, внедряют, получают прибыль, зарабатывают и так дальше и тому подобное. И так было и в конце 19 века во время промышленной революции. Так есть сейчас во время цифровой революции. Если американцам что-то не хватает, они просто это покупают. Если мы берем науку, то они просто приглашают кадры на более высокую зарплату. Так было в 19 веке, так было, происходит и сейчас в науке, в образовании. В качестве примера можно привести Никола Тесла. Серб, который получил образование в Праге, в Пражском техническом университете, но решил рвануть в Америку. Приезжает он в Нью-Йорк, устраивается в лабораторию Эдисона, знаменитого изобретателя американского, да, и получает $8 в месяц. Ну, большие деньги по тем временам, особенно для эмигранта. Но тут Эдисон говорит: тот, кто усовершенствует мою машину, получит $50 тысяч. Да. Ну, Никола Тесла был талантливый инженер. Да. И он усовершенствовал эту машину Эдисона.
И когда встал вопрос, да, что фактически патент-то получает Эдисон, да, машину сделал Тесла, да. И Тесла говорит, ну, 50 тысяч долларов, вы же обещали. Ну, Эдисон был таким говнистым изобретателем, жадноватым, прямо так скажем. И он сказал, ну ты, мигрант, ты плохо понимаешь еще по наш английский юмор, так? Я просто пошутил. Ну, горячий серб возмутился и уволился с работы. Вот. И тут мы выходим на момент американской вот этой вот модели, что она очень жестокая. То есть, если ты не имеешь работы, ты не имеешь ничего вообще. И Тесла год жил под мостом, питался на помойках. Да, он не мог найти себе работу, но квалифицированную, соответствующую его уровню. Пока его не подобрал Вестингаус, конкурент Эдисона. И Вестингаус взял его в свою лабораторию и потом сказал, кто придумает модель электростанции, да, тот получит 100 тысяч долларов. Да. Ну и как вы догадываетесь, почему я это все рассказываю, что Тесла сделал этот проект, который, естественно, достался Вестингаузу как патент, да, но он получил 100 тысяч долларов. Так? Вот, пожалуйста, вам американская мечта, но это все не просто так, а это правила. То есть правила патентов, правила стимулирования, правила приглашения специалистов. Если тебе не хватает специалиста, да пригласи его из Европы, в конце концов. Так? Или как сейчас, из Азии, или из Украины, в конце, или Беларуси. Так? Неважно, тебе его не хватает, бери и плати ему хорошо, он к тебе приедет. Вот еще одно то, что делает Америку богатой. Люди, кадры, которые делают эти изобретения, внедряют изобретения. Это сильная сторона Америки. Еще одна сильная сторона США – это образование. Ну, я сказал сильное и задумался. На самом деле оно очень неровное. То есть очень слабое образование, ну, за счет государства. Там слабые государственные школы, слабые государственные институты. Есть сильное образование, в основном частное, хотя есть и государственные вузы, тоже сильные. И вот в этом системе образования элитном концентрируются кадры. И если опять кадров не хватает, там профессоров, они опять приглашаются, потому что зарплата профессора выше, чем в других странах мира. И едут люди, преподают, и выходят квалифицированные специалисты из этих университетов. Это тоже сильная сторона Америки. А еще одна сильная сторона Америки – это конкуренция. Конкуренция делает их сильным. Чтобы вы поняли, какая конкуренция? Вот на одно место профессора в университете 5 претендентов. Это реальный конкурс между 5 кадрами, которые хотят преподавать. И ты должен показать, что ты серьезный, не только преподавательный ученый, чтобы тебя взяли в серьезный университет. Вот он, пожалуйста, конкуренция. И это конкуренция везде. За рабочее место, там, за прибыль в корпорациях, между сельхозпроизводителями и так далее. Это то, что делает Америку сильной. Еще одна сильная сторона Америки – это работоспособность. Опять вернемся к тандему Эдисон и Тесла. Тесла про Эдисона говорил, а Эдисон был с плохим образованием, да. То есть он не оканчивал никаких университетов, но он был очень работящий. Тесла говорит, я не понимаю, как можно работать по 14-16 часов. Если бы он имел образование, как мое, да, вот все то, что он делает в лаборатории, можно было сделать в 2 раза быстрее, просто за счет того, что ты это знаешь, как просчитать там и так далее. То есть без образования
Да, Эдисон умудрялся изобретать кучу вещей и, главное, внедрять их, проталкивать. Но он был страшно работоспособный. Представляете, пахать в лаборатории по 14-16 часов в день. И вот это тоже делает Америку сильной. Работать надо. Так почему США самая богатая страна мира? Потому что они хорошо работают. Они думают предпринимательским мозгом своим, да, они внедряют изобретения. Если им не хватает рабочей силы или мозгов, они их просто покупают за более высокую зарплату. И благодаря этому они сильные.